почти 60 лет тому назад англичане ввели некоторые изменения в политическую и социальную экологию Ближнего Востока. Англичане с помощью некоторых инородных сил, политических и военных сил сделали так, чтобы территория Палестины была захвачена. При этом развитие событий погибли очень много детей, невинного населения. Многих заставили, чтобы они оставили свои дома и превратились в беженцев. И это уже было началом шестилетнего кровопролития на Ближнем Востоке. С того времени уже это кровопролитие продолжается. После англичан, американцы уже начали поддерживать этот режим на Ближнем Востоке. Чтобы сохранить этот захватнический режим, американцы начали поставлять и в других соседних странах своих марионеток. Те события, которые мы сегодня видим в Египте, это результат тех американских инициатив. 60-летней давности. Те, естественно, марионетки, которые устанавливались в этих странах с помощью Америки, вообще не обращали внимания на интересы своих народов. Мы считаем, что то, что сделали англичане и американцы, это было во вред не только палестинскому народу. Они поставили под вопрос справедливость и человечность во всем мире. Поэтому покойный духовный лидер, руководитель исламской революции, чтобы противостоять этому движению, он объявил в последнюю пятницу месяца Рамадана каждый год как День Гудса, День Иерусалима. Естественно, очень многие миллионы населения во всем мире уже организовывают шествия в поддержку этого дня, в поддержку солидарности палестинского народа. Мы видим иногда, когда собирается 10 человек в России, и они организовывают шествие протеста против российского правительства, преувеличивая там в Европе. И мы видим, когда многомиллионные шествия в поддержку этого дня, европейских стран во всем мире умалчивают, ничего не говорят. Мы считаем, что День Гудса это не только считается днем освобождения палестинского народа, это днем победы справедливости на несправедливость. Господин посол, скажите, пожалуйста, каким образом Иран будет защищать своего сирийского союзника в случае продолжения и усиления давления на Дамаск стран Запада? Но мы считаем, что огонь, который бросается на территорию Сирии, гораздо тяжелее и плачевнее, чем то, что происходит в самой Сирии. Если на Западе так думают относительно демократии, относительно, естественно, человеческих ценностей, почему умалчивает то, что происходит сейчас в Бахрейне? Подавляющее большинство населения выступает против правительства Бахрейна. Чего? Ничего не говорится об этом. Поэтому мы стараемся отражать действительность, то есть то, что происходит в Сирии, то, что происходит, отражать как следует по всему миру, по всем странам. Мы дали кое-какие рекомендации и сирийской стороне, но они считают, что могут сами уладить то, что происходит у них, и поэтому такое положение дел. Господин посол, если будет план Лаврова принят иранской стороной, какие возможны шаги, первые шаги, которые предпримет Иран и, следовательно, Запад? Спасибо. Естественно, мы придадим наше мнение, нашу оценку относительно предложения господина Лаврова ему, и он же будет придавать нашу оценку, наше мнение
другим сторонам шестерки. И это уже будет повесткой дня для дальнейших переговоров между Ираном и шестеркой. И тогда на этих переговорах сторон определят те шаги, которые они будут делать с каждой стороны. В то же время в МАГАТЭ уже будут отслеживаться научные и профессиональные стороны этих шагов, то есть чисто профессионально. В то же время западные страны открыли, то есть отразили свои позиции в тегеранском заявлении о том, что у них нет желания, чтобы решать этот вопрос. Мы очень надеемся, что место и авторитет Российской Федерации создаст стимул для западных стран по решению этого вопроса.